Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. Тема сегодняшнего расклада. Что от вас скрыто и что вам скоро откроется. Для начала... Ух ты, как интересно. Из другой колоды карта затесалась. Карта социума, реализация, может быть, какие-то амбиции. Проснуться у вас, и вам захочется прям идти что-то, как-то воплощать какие-то мечты в реальность, да? Ладно. Итак, для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Красота. Ух ты, какие карты. Смотрите, каждую карту рассказываю. Это не так, чтобы вы думали, что я вам буду сейчас льстить, потому что тут прям, ух ты. Так, смотрите, посланник высших сил. Как высшие силы вас ведут, может быть, даже оберегают по жизни. Хорошая, заботливая мамочка. Внимательная очень. Добрый человек. Может быть, даже как посланник высших сил может проявляться. В каком плане? Может быть, в трудную минуту вы оказываетесь рядом с людьми, которым, ну, кроме вас, по факту никто и не поможет и не помогает. В общем, это добро и свет внутри вас заложено. Хотите вы эту помощь оказывать, не хотите. Может, вас уже подзадолбало все это, и вы хотите уже пройти где-то мимо, потому что вы говорите, да сколько же можно уже пользоваться. Почему кроме меня никому ничего никому не нужно, кроме меня. Но вы все равно приходите на помощь, такой вот спасатель где-то у вас совесть не позволяет пройти мимо, да, если человеку плохо там, даже если лежит в глубокой алкоголической, уж не знаю, как это, коме, не коме, человеку, вы лишний раз подойдете и спросите, там, или толкнете его плечо и нежно, ласково скажете, иди домой, не замерзни, да, даже если разгар августа, да. Ладно. Это я так, к слову, о наболевшем. Но почему-то у меня тут вот карта говорит о том, что где-то вы уже закрываетесь. Вы говорите, может быть, что я где-то даже уже страдаю от этой доброты. Где-то, может быть, ну, почему-то вот эта карта защиты. Это своего рода, может быть, вы даже приходите к тому, что ну, я же не могу разорваться. Я же не могу быть для всех вот этой вот, ну, так называемой Матерью Терезой, да, тут такое тоже может быть. Или же вы столкнулись, тоже могли столкнуться с тем, что, как это говорят, за ваше добро вас и наказывают, да, где-то когда воспринимают уже как должное, когда ты раз помог, два, а потом к тебе обращаются даже люди посторонние какие-то, и даже как с претензией какой-то, если ты не помог, да, ну как-то так, может быть, у кого-то и такая ситуация. Так, тут эта карта, она очень часто выходит на девочек, которые меня смотрят. Муза яркая, талантливая, харизматичная, энергетика тут сногсшибательная в первую очередь. Внешность внешностью, но тут и энергетика на первом месте. Вы вот заходите в помещение, и мужские головы за вами поворачиваются вслед. Почему? Потому что, я повторюсь еще, энергетически наполненный человек, как райская птица какая-то, плюс женщина, которая умеет где-то себя преподнести, этот фокус внимания на себе удерживать. Это первое впечатление как-то произвести. Плюс обладаете всеми этими способностями, навыками, уж не знаю, женскими всякими этими, не знаю, не буду говорить ухищрениями. Ну, не факт, что вы их в полной мере применяете, но вы понимаете, там, если у вас там роскошные длинные ноги, то если вам нужно, то вы сделаете акцент на этом, там, еще что-нибудь, какие-то нюансы, вот какие-то женские такие штучки. Умеете компоновать, может быть, элементы гардероба. Тут, смотрите, какая она просто красивая, яркая, необычная. Где-то можете даже страдать, особенно если это по молодости у многих, то могут вас воспринимать, извините, мужчины в первую очередь как сексуальный объект, и многим не хватает женщинам, да, которые по этой карте проходят, им не хватает со стороны мужчины
внимание. Им хотелось бы многим женщинам, чтобы их рассматривали не просто как объект вожделения, там, ну, опять-таки, как любовницу, да, хотелось бы, чтобы осознали, какая тонкая душевная организация, хотя бы наличие интеллекта у женщины. Вот хотелось бы, чтобы мужчины посмотрели не только внешне, вот не только вот воспринимали как вот эту яркую такую птицу, которую интересно заполучить. Ну, это так, к слову. Почему-то показано ваше неустойчивое положение. Может быть, перепады настроения, как у нас у всех, наверное, бывают. Сейчас буду докладывать, с чем это связано. Может быть, такой период в жизни, когда какая-то как... Не то, что там, тут нет такого, что почва под ногами уходит. Просто как на жердочке сидите. В любой момент ваше какое-то окружение, не окружение, ну, вот какие-то, может, временные попутчики по жизни, они вспорхнут, это какие-то вороны тут изображены. Они вспорхнут и улетят, а вы вот, как эта замечательная барышня, можете с этой вот тонкой жердочки, да, кувыркнуться вниз. Чревато. Вообще-то как-то интересно. Сейчас показано у вас человеком счастье, олицетворение счастья. Но тут, скорее всего, человек, который умеет радоваться жизни, несмотря на какие-то там периоды в жизни не очень там, как вам сказать, когда все хорошо, да, когда вот объективно какие-то препятствия в жизни, вы все равно идете к чему порадоваться, на чем сфокусировать, как будто бы правильно умеете этот же фокус внимания переместить там, то есть там элементарно, ну, пример такой, может, идиотский приведу, да, вот, может быть, другой расстроится, если заглянет в холодильник, да, с материалкой проблемы, заглянет в холодильник, а там какие-то, уж не знаю, заплесневелый кусочек сыра там, и, ну, овощи какие-то есть, да, скажем так, ни рыбы, ни мяса нет. А вы загляните, подумайте, офигеть, значит, у меня какие-то разгрузочные дни, таки сыра тоже можно что-нибудь придумать. Там, или мясо в больших количествах, это вредно. Вот будем, значит, правильно питаться, так называемо, да. Короче, смысл в чем? В том, что вы всегда умеете вот подсветить для себя какой-то позитив. И тем самым, мне кажется, даже вот эта карта, вот эта, ну, заряжайте людей, поддерживайте у них даже какое-то желание жить, как освещаете даже собой, своим присутствием, вот, ну, этот мир. Мне так идет, девочки, потому что тут очень много карт об этом говорят. И тут карта ангел, это в прямом смысле вы можете быть как ангелом-хранителем для многих, но в то же время и за вами приглядывают, вас как будто ведут. Тут вообще какая-то интересная такая сегодня сигнификация, необыкновенная. Так, вот эта единственная карта, не могу понять, что это вот тут какая-то неустойчивость, почему как будто бы на этой жердочке вы сидите, о чем это? Ваша карта вышла карта огонь. Ой, девочки, ну, наверное, тут несколько линий, да, ну, то, что основное мне идет, кто-то из вас для себя, так как, знаете, как мантру какую-то повторяет там, это как это касается какого-то мужчины конкретного или в принципе типажа какого-то мужского. Объясняю, герой-любовник какой-то или мужчина, который является лаковым кусочком для многих. Какой-то у вас может быть как гештальт не закрыт, да, или какой-то мужчина там вам похож, может быть, какой-то типаж с детства, вот такой вот. И вы понимаете, что вы где-то в прошлом обожглись или могли испытывать к этому мужчине страсть какую-то прям. Потому что карта огонь и на вас ложится. Вы прекрасно понимаете, что вам нужно держаться подальше от такого типа мужчин, которые по факту не несут вам, не дают вам вот этого того самого счастья, наполнения. Тут вы для себя как будто вывод сделали, что этот болезненный был опыт общения с каким-то мужчином, типом, не знаю, типаж такой, да, какой-то. Вы понимаете, держаться подальше, на вытянутую руку, избегать даже. Почему? Потому что это тупиковая ситуация. Мало того, что вы потом эмоционально, как это качели, выгораете, болезни какие-то, может быть, в прямом смысле психосоматика тут какая-то присоединяется. Вы вообще тупик.
какие-то сплетни, наказания, как будто бы даже общение с таким мужчиной, вот, может быть, он там то ли не свободен, то ли опять-таки он как лакомый кусочек для многих, это как объект вожделения многих, назовем это так. Ну, желанный такой мужчина, интересный во всех смыслах. Для кого-то там внешность привлекательна, для кого-то статус, там, у кого-то материалка. Тут как будто бы сплетен вокруг него много. И вы говорите, не хочу я вот вообще этого всего, я не хочу быть в центре этих сплетен, я не хочу наказания, как будто бы следует. А вот ценность какая-то есть. И может быть даже вы говорите, я даже не хочу дружить, я не хочу даже иллюзию дружбы. Тут как-то так. Почему? Потому что вы говорите за маской. Так, то ли вам проще? Нет, нет, нет. Этот вы говорите, я не хочу, потому что это вот, может быть, если мужчина периодически в вашем поле, то ли появляется, или типаж такой появляется. Вы говорите, дружить даже не хочу. Почему? Потому что это все как, ну, как обман, да, как иллюзия, маска. Ну, какая дружба, если вы говорите, рано или поздно вы можете вот воспылать какими-то такими чувствами, или оно как назад может вернуться. То есть для вас нужно осторожничать. Вы тут для себя сделали уже вывод, что не-не-не, это все тупиково, это все болезненно, карта воительница, я буду с мечом, это контроль чувств над чувствами, это мой аналитический какой-то рациональный мозг, все должен обрабатывать, все по полочкам, и моя задача рамочки, границы выстраивать, подальше держаться. Вот поэтому вот это такое какое-то неустойчивое положение, потому что вы знаете, ну, что вы, то есть, то ли восприимчивы, то ли вы как бы понимаете мозгами, что нужно держаться подальше, а все равно какое-то опасение есть такое, что, ну то ли у кого-то еще как чувства сохраняются к какому-то мужчине. Опять-таки, вот как будто бы вы на пути, извините, как исцеления, выздоровления, где-то понятно, что вы уже приняли ситуацию, может быть, проработали это, но все равно у вас до конца нет уверенности, что если этот мужчина появится у вас на пороге, если как-то он будет к вам проявляться, может быть, то вы не уверены, что вы сможете даже, ну, то ли ему сказать нет, то ли как-то себя, опять-таки, ну, обезопасить вы хотели бы себя. А тут такое ощущение, как будто бы в любой момент вы можете вот так вот кувыркнуться вниз. Вплоть до того, что на старые грабли какие-то наступить. Ну вот мне так показали. Не знаю почему. Так, девочки, давайте еще чуть-чуть. Просто так карты. Так, на вас счастье это о чем? Ну говорят, у вас был очень болезненный, опять эти карты выходят, какой-то болезненный период. Это было уже время прошло, это уже прошло какое-то время. И карта очищения, это же, говорю, своего рода как исцеление. И вы выбрали не какие-то токсичные отношения, болезненные, там, где, может быть, разрушали вас, вот вы как чувствовали, что это явно мужчина не созидает эти отношения, не вкладывается в том плане, что не простраивает их, не уделяет внимания. Вот он есть и есть, да, а фактически ваши потребности не закрывают. То есть вы выбрали себя, очищение, исцеление, ну, путь исцеления. Вы говорите, я хочу быть счастливой. Может быть, кто-то даже, ну, обращался к высшим силам, кто-то молился. Мне так идет. Потому что вы говорите, я хочу быть счастливой без привязок к какому-либо мужчине. Вот я над этим работаю. Ну, то есть опора на саму себя. Потому что это подсознательно вы понимаете. Если даже этот какой-то там из вашего прошлого, показано время уже прошло, даже этот не вернется, не ворвется в вашу жизнь, может очень похожий типаж какой-то возникнуть рано или поздно у вас на пороге. И вы, не проработав эту ситуацию, будете не готовы просто. Можете опять, я повторюсь, как будто бы, ну, как непройденный урок какой-то. А вас 100% будут высшие силы искушать, как-то так провоцировать, для того, чтобы урок был закреплен. Мне так кажется. Так, ангел. Чем это? Ой, тут какие-то искушения. Ну вот почему-то говорят, у вас такой путь какой-то очень
такой какой-то. Карта паутины. Запутались, зелье, приняли желаемое за действительное. То есть зелье это не истинный кубок с любовью, с той самой, как вино любви, да. Тут какой-то суррогат, ядовитая, токсичная любовь, как в тумане, как в дурмане, в лабиринте в каком-то блуждали. Опять-таки, может быть, столкнулись с одной стороны с собственной какой-то наивностью, да, доверчивостью, прям как, знаете, вот если такое ощущение, мне не смешно на самом деле, но просто это прям, у меня нервный смех, потому что как ребенок какой-то, где-то вот солнце, где-то настолько хотели, может быть, любви, взаимоотношений, вот, вообще как будто бы мозги отключались, вот просто люблю и там могли советовать вам близкие, родные, подруги. А вот где-то даже эгоизм мог с вашей стороны быть какого рода. Тут мог мужской эгоизм быть, но могло и ваше. Вот я хочу и все. Хотя объективно вы понимаете, ну не может вам мужчина дать того, чего вы хотите. Не закрывает он ваши потребности. Это, как повторюсь, это взять апельсин и попытаться выдавить его и сделать из него томатный сок, да, ну вот тут несоответствие какое-то, допустим, изначально какой-то типаж такой, он как или герой-любовник, или он вообще себя не видит в амплуа, там, семьянина какого-то, а вот, ну, как будто бы вы могли его видеть в этом амплуа и забыли ему об этом сообщить, да. Ну ладно, у каждого разное. Тут карта змея, какие-то искушения, соблазны, сексуальное, может, влечение. Может быть, рядом с этим мужчиной вы тоже могли как раскрыться, как женщина. Вот ни с одним так не раскрывались, не чувствовали себя так. Но опять-таки, говорят, вот так вот вас ведут почему-то. И по карте Арлекин, может быть, даже благодаря вот этим каким-то, ну, потрясениям по-любому. Тут разочарование, потрясение, желание выйти из этого лабиринта. Может быть, даже искали какие-то альтернативные источники информации для того, чтобы осознать, что это такое, к чему меня, почему у меня это все в моей жизни случилось, почему там мужчина мне не отвечает, ну, то ли взаимностью, так как вам бы хотелось, то ли не строит, ну, так, отношения, как вам бы хотелось, вот формат отношений, почему мы к этому не приходим. Может быть, увлечение, эзотерика, опять-таки психология, все сюда. По карте Арлекин какое-то нестандартное пришло, то ли осознание этой ситуации, то ли вот вы захотели, может быть, в психологии тоже там какие-то передачи, то ли какие-то, может, не знаю, ну, программы, передачи, да, может быть. Смотрите, и тоже для вас пришло как инсайт, осознание. Это манипуляция, это не любовь была, или у вас больная какая-то привязанность, тоже о себе. Не обязательно там, что этот мужчина негодяй, негодяйский. Может быть, просто даже о себе. Почему вы осознали, почему вас притянул этот тип. Ладно, смысл такой, что вот это все как будто бы, понятно, формирует вас и ведет как бы по звезде. Какой-то вашей, ну, не буду тут высокопарно говорить, миссии, ну вот мечта какая-то у вас есть, может быть, без того, чтобы вот вы какие-то выводы сделали, вы не сможете прийти к этой мечте. Может быть, как формирует вас, ваше видение вот мира, даже элементарно. Что-то мне в голову пришло, да, вы, допустим, мечтали там книгу какую-то написать, вот и не шло вам. Ну, а тут прожили вот этот любовный такой роман в полной мере, со всеми вытекающими, да, и плюсами, и минусами, если можно так сказать. И вот сейчас напишите книгу, она станет бестселлером. Ладно, ну, я пример привела, девочки. У кого-то это подтолкнет опять-таки какой-то реализации ваших каких-то планов, проектов. Может быть, элементарно придет, да, желание где-то для себя осознать, какая я истинная, без привязок к мужчине. Итак, что от вас скрыто, что вам откроется? Что от вас скрыто, что откроется вам? Что от вас скрыто, что откроется вам? Что от вас скрыто, что откроется вам? Так, что от вас скрыто, что откроется вам? Так, что скрыто, переверну на прямых.
что от вас скрыто и что вам откроется. Давайте посмотрим, да, вот отсюда. Так вот. Итак, что от вас скрыто? Что от вас скрыто? Такие карты чудные. Что от вас скрыто? Ох, вообще. Понятно, что ни черта не понятно. Так, о чем это? Это выход или... Нет. Вот это... Опять друзья. Ой, девочки, тут какая-то история, в основном почему-то вот подсвечивают ваших так называемых друзей. Ну, тут без приколов, типа друзья, ну, по крайней мере, так, вы их так воспринимаете друзьями, они вас воспринимают. Знаете, тут где-то говорят, таких друзей иметь и врагов не надо. Ладно, ну, я не шучу, на самом деле, тут как будто бы, ну, аккуратно с такими надо. Они, кстати, в вас нуждаются. Они видят в вас какую-то ценность. У кого-то это элементарно, как вы, как этот карманный психолог. Да? Люди вам могут в 2 часа ночи перезвонить, там, рассталась со своим подружкой, рассталась со своим очередным кавалером, да, и может вот, пофиг, что вам на работу завтра с утра вставать, там, или еще что-нибудь у вас. Ну, вот, ну, такой пример я, может быть, не очень привела. Ну, смысл этого всего. Почему-то показано, что они в вас больше заинтересованы. Может, элементарно, там, у кого-то даже материальная заинтересованность, может, вы им там деньги одалживаете. Ну, это такое тоже. Ну, скорее всего, вы уже пару раз, как минимум, для себя сделали пометочку, что эти друзья, общение с этими друзьями, подругами, как бумеранги какие-то прилетают. Вот вы там можете элементарно даже поделиться чем-то, да, а потом в какой-то момент вот эта информация какая-то, она против вас же может и обернуться. Ну, тоже такой пример. Ну, почему бумеранги, да? Или же, ну да, вот то же самое, может быть, какой-то информацией о себе поделились, а это такая информация, которая лучше вообще никогда ни с кем не делиться. А тут вот как, не буду говорить, что компромат, но такая ситуация может быть скользкая. Ах, ладно, и это вот почему-то мне показано, говорят. Вот. Так, это то, что от вас скрыто. От вас скрыто то, что вот эти друзья какие-то в вашем окружении, они как хамелеоны. На самом деле карта крысы, подлость, предательство. Аккуратно, вы можете стать жертвой этих вот, ну, друзей, в паутине как запутаться. При этом они вот стараются как вам дорожку прокладывать и себя позиционируют как друзья. Они в вас больше заинтересованы, еще раз повторюсь. Почему-то тут такой акцент, как будто бы высшие силы прям вот, они-то вас оберегают, но они взывают к вашей мудрости по карте сова. Опять-таки, девочки, это как предупреждение, даже если можно так считать. Лишний раз не нужно делиться даже с друзьями той информацией, которая, не приведи Господи, может попасть в руки ваших врагов, да, или вообще стать достоянием общественности. Если вот будет у вас там в ближайшее время какой-то нюанс такой, вот, нужно то ли задушевный разговор, да, какой-то, ну, все же мы, девочки, все мы периодически можем какие-то такие, не обязательно пикантные моменты рассказывать, но вот какие-то нюансы мы можем с нашими друзьями. Я не говорю, что вы там просто с людьми на улице можете заговаривать, то тут почему-то предупреждение: будь мудрой, ну, знай, как будто бы вот на данный момент вот почему-то делается акцент. Лучше промолчи, лучше на какую-то нейтральную переведи тему, разговор, ну, или какой-то там просто и поддерживай разговор. Но я не призываю так постоянно поступать. Почему-то мне сейчас так оно подсветили. Почему? Потому что, опять-таки, вот эта карта, она говорит о том, что можно
попасть в очень неприятную ситуацию. Вот эта карта сродни как повешенный. Карта человека, который чувствует себя потом, вот, допустим, с этим хамелеоном, вот, то есть человек потом ту же информацию у вас, он может перекрутить, использовать для себя. Опять-таки, тут тоже какая-то информация, это опять тоже тут карта письма, это сообщения, письма, это что-то такое вот, ну, то, что может трактоваться как-то. Даже вот потом эта ваша подруга, она может где-то с другими вашими знакомыми, друзьями поговорить. Это то же самое, вот если вы поделились, ой, на сердце у вас там плохо, вот эта карта, я же говорю, как повешенная, что вы там чувствуете себя там жертвой какой-то ситуации, обстоятельств. Вот. Даже у вас может быть сейчас какой-то такой период, где вы там, ну, где-то захотелось как не то, что там поплакаться, но открыться, да, кому-то. Вот говорят, не нужно. Потому что этот человек даже может, он как хамелеон. Это вот друзья эти, вот какие-то друзья. Он может быть вам и улыбается, и с вами такой душевный, и прям, ну, идеальный просто. К ране прикладывая. Но тут же по хамелеону он может быть и с другими. И эту информацию о вас он может выложить другим людям. Говорят, тут бесплодие и собака. Очень бесплодно надеяться, ну, глупо надеяться на то, что этот человек вам настоящий друг, истинный друг. Как будто бы тут что-то нарушено. Ну, так мне показывают. Опять-таки карта сад. Сейчас доход. Прямство. Ну, у кого-то могут даже подсветить. Ну, не обязательно, но тут почему-то у кого-то как зависть даже может к вам проходить какая-то. Доход. Сейчас я уточню. Тут может быть ваше какое-то сознательное, как будто бы не хотите видеть. Вот карта вот какие-то горный баран, извините, какой-то. Мне идет вот такой, как будто бы вы можете сознательно закрывать глаза на недостатки так называемых подруг и не переносить эту вот проекцию на себя. Объясню вам. Вы замечаете, что, допустим, ваша подруга в какие-то периоды очень некрасиво, мягко говоря, может отзываться о других людях, как-то язвительно, где-то уничижительно, где-то там, может быть, даже подчеркивать, вот как, знаете, у меня такая, к сожалению, есть подруга детства, ну, не могу ее до конца вычеркнуть из своей жизни, слишком много хорошего связано, потому как умею ценить, надеюсь. Но переделать я ее тоже не могу. Стараюсь минимизировать общение. Вот она себе иногда позволяет в отношении других людей какие-то очень категоричные какие-то заявления по поводу интеллекта их, по поводу их социального положения. Мне это неприятно. Я стараюсь сразу тему уйти на другие темы какие-то, которые меня интересуют, переговорить и все. Сильно не сближаюсь, но до конца порвать не могу. Вот просто объясняю, да, это какая-то слабость с моей стороны, допустим. Вот тут то же самое. Вы можете вот замечать, что человек как-то тоже очень некрасиво как-то о других разговаривает. И вы не понимаете, может быть, до конца, и даже не задумываетесь, что точно так же человек может говорить о ваших умственных способностях, о вашем каком-то социальном, там, уже не знаю, статусе, о вашем поведении каком-то неприемлемом для нее, да, ну вот такой вот тут просто вот вам говорят вот это. И тут почему-то вот как будто бы намекают, что у вас может быть абсолютно разный статус с этим человеком, абсолютно уровень дохода разный. Тут не буду говорить, у вас выше, у нее выше, она круче, типа как-то себя ощущает, может, и она себя там каким-то суперначальником ощущает, да, что вот она вправе судить, вправе там давать советы. Ну, тут вот как вот просто вам совет. Не нужно слишком близко подпускать ее в свою жизнь, вот этого человека. Вот почему-то мне сегодня это подсказали. Это может подруга, может друг, но вот какой-то человек. 100% хамелеон, 100% общения с этим человеком.
но ничего хорошего, супер хорошего ничего не принесет. Какой-то друг такой, я же говорю, таких друзей и врагов не надо. Но почему-то он вас заинтересован. Может быть, этот человек периодически как где-то возникает у вас на пороге. Ему где-то интересно даже, может быть, похвастаться. Вот тоже такой типаж бывает. Похвастаться там, вот я там купил новую машину там, или там приобрела там, уж не знаю, недвижимость какую-то, уж не знаю, где там. И важно ей показать это, самоутвердиться. Может поинтересоваться вашим материальным положением. Вот тут что-то такое. Она самоутверждается. В чем это? Ну, эгоизм. Так, стабильность. Кольцо это буду считывать. Наказание. Ну, опять. Ей очень интересно узнать, что у вас там на самом деле происходит. Какими-то сплетнями. Может быть. Но она провоцирует эти сплетни. Тут самоутверждение. Ей очень важно, ей или другу вашему, да, очень важно самоутвердиться и показать, что я могу себе то и то и то позволить. Может быть, лишний раз там узнать, в чем у вас не очень хорошо идет. И опять-таки говорят, то, что она узнает о вас, она несет в массы. То есть она как минимум с вашими еще какими-то знакомыми это может обсуждать, кости вам мыть, рассказывать, что вот вы неправильно живете, или там вы неправильно какие-то поступки совершаете. А вот если бы так, как она, то вот соответственно. Вот тут какой-то такой, я же говорю, такой подход. Самоутверждение. Где-то, если у вас в личной жизни, опять-таки, карта кольцо, не совсем все ладится. Не факт, что у нее тут ладится, но она тоже как с осуждением. Вы неправильно как-то выстраиваете отношения с партнерами или позволяете своим партнерам что-то как-то неправильно. Тут самоутверждение за ваш счет. При этом позиционирует себя другом, подругой. Так, что откроется? Это скрыто. А что откроется? Дьявол. Так, интересно. О чем это? Смотрите, открывается тут то ли какая-то истина для вас, да, то ли какая-то информация открывается. То, что, допустим, так долго вам не давалось, вот эта карта, это как вечная невеста, оно читается. Это смысл в чем? Допустим, вы долго чего-то ждали, ожидали, находились в каком-то предвкушении, или ну, вы говорите, 100% это должно мне уже прийти, 100% я должна это получить, я прикладывала усилия, 100% я должна это заполучить, но оно вам не давалось. И говорят, тут как вот мистическое, как черная кошка. Вот, допустим, там, уже не знаю, бизнес какой-то должны открыть. Вот все уже, все договорено, все проплачено. В том плане, что там какие-то разрешения, какие-то документация, вот все. Нет, тут какой-то или коронавирус, или еще что-нибудь. Все как черная полоса. И накрывается медным тазом. Какие-то договоренности, какие-то там поставки. Вот форс-мажор какой-то. Ну, это пример такой я привела. И тут вот что-то вскрывается, что это черная полоса. Так, какого? Опять-таки, ваше состояние какое-то, где вы как со связанными руками, и тут вокруг шеи как связано, что-то такое. Так, и что это открывается? Дьявол. О чем это? Так интересно. А вам почему-то говорят, вплоть до того, что откроется какая-то вам истина, объясняю, что, допустим, ну, я, может быть, это как-то прозвучит, знаете, не очень оно, но вот, как будто бы оно и хорошо, что у вас на тот момент не получилось. Что как будто бы вот вы там планировали себе по карте социум, там, реализацию какую-то. Тут же дьявол, это как идея какая-то была. Она была привлекательная, но, может быть, не до конца вы не то, что там соизмерили свои цели, да, силы.
тут говорят, что, может быть, даже вот какая-то вам раскроется тайна, ну это не тайна, вот информация какая-то вскроется, что слава богу, может быть, что это у вас не получилось, потому что если бы получилось, карта привязанность, тут руки связаны, вплоть до того, что вы могли себе на 5-ю точку найти еще больше приключений. Объясню пример. У меня знакомые хотели, ну это страна далекая, да, восточная страна, планировали бизнес открыть строительный. И так мечтали влезть вот в этот рынок. Там уже какие-то прикладывались неимоверные эти какие-то шаги, там, вплоть до того, через знакомых, там, вроде бы как-то там пытались зайти в этот бизнес. Все уже была договоренность, там они будут одними из партнеров, уже кредит собрались брать, там и какую-то недвижимость продавать свою, для того, чтобы это, на это большой рынок какой-то такой, чтобы солидный, там какие-то дома, многоэтажки строить, я не знаю, какие-то эти прям комплексы какие-то. И тут все было договорено, и в один момент они выясняют, этот мужчина знакомый, что его место, фактически, которое он себе там придумал, вот тут его как то ли перекупили, и вот этот человек, его выталкивают из этого бизнеса. Он не успел там толком ничего деньги взять, вложить, там свою недвижимость продать. Ну, хотя он свою квартиру продал, но деньги-то у него остались. Смысл в чем? Что он не вложил те все деньги, которые у него были. Он расстроился, потому что он подумал, что все, ну этот бизнес увели из-под носа. Он так мечтал, об этом строительном, этом же бизнесе. Его там дальний знакомый урвал у него из-под носа, увел этот вот перспективный бизнес. И буквально через полгода там такая картина, ой, маслом. И потеря этого бизнеса, вот этого вот, и там мега катастрофы всякие, ну, землетрясения там было. В общем, смысл такой. Весь этот бизнес, все это пошло коту под хвост. Люди потеряли очень много денег. И этот потом мужчина 1000 раз мне потом говорил, как хорошо, что у меня это не получилось. Как хорошо, что мои деньги, которые там в банке лежали, они таки лежат. Как хорошо, что там вот эту вот, недвижимость свою продал, но он там купил себе опять-таки бизнес другой какой-то. Он, по крайней мере, его не потерял. Ну, я пример привела. Или же тут элементарно, вот вы как будто бы можете узнать какую-то информацию о том, что, допустим, вас по дьяволу привлекал какой-то мужчина. Ну, настолько он был для вас соблазнителен. И вы думали, ну, по идее, ну, все должно сложиться. А тут, как вечная невеста, ну, не пошло, не сложились, или не тот какой-то формат отношений. И вы расстраивались, ну, как черная кошка, ну, что такое, ну, почему не везет, ну, кто мне перешел дорогу. А тут у вас какое-то, и в это тоже состояние было не очень хорошее какое-то у вас, в связи с тем, что, соответственно, вы не получили желаемый объект там, или любовь, ту, как вы придумали, вот она и сложилась. А тут вы узнаете, допустим, какую-то информацию, что сейчас, вот как будто открываются вам глазки, вам говорят, боже мой, да слава богу, что тут охлаждение, слава богу, что у тебя эта история, ну, не зашла слишком далеко, не вышла там за какие-то пределы и не на новый уровень какой-то, который ты мечтала. Почему? Потому что там вы узнаете, допустим, о его каких-то проявлениях, о какой-то там очень некрасивой истории, как мужчина себя ведет. Не в отношении обязательно там какой-то одной женщине, а вообще в принципе о том, какой этот мужчина может быть. Да, вот если ты с ним живешь, не просто там встречаешься, там разовый секс какой-то, а в семейной жизни. Ну, допустим, я вам говорю. Так, вот это открывается вам, ну, как будто бы, слава богу, вас как будто уберегают, оберегают, отводят от чего-то, не знаю, ну не то, что там катастрофического, но то, что вы считали, что это вам высшие силы не дают, и чуть ли не такая как претензия, да, я сколько сил прикладываю, а мне это не дается, не идет. Тут вам как будто придет как разъяснение. Ну, слава богу, вот объясняют вам, почему вам это не дали. И слава богу. Так, разъяснение. Что открывается вам? Царевна, страсть, врач. Скрывается. Сейчас, девочки, вот это надо мне понять, потому что тут карта царевна.
Это вообще карта женщины, ну, женщины, человека, может быть, мужчина тоже, но мужчина, хотя тоже может быть. Скорее это на вас. О чем это? Ключики. Почему-то мне идет вот такое, как будто бы вот вскроется вам даже понятие принятия, может быть, какой-то ситуации, где вам говорят, ну, тут вот это наше, конечно, оно уже 1000 раз повторяется, нужно полюбить себя, тогда, соответственно, ты притянешь в свою жизнь, привлечешь людей, которые уже не смогут тебя так обесценивать, уже ты не позволишь, если ты будешь любить себя, эти рамочки, границы выстроены будут, уже ты не сможешь, вернее, не то, что не сможешь, не позволишь уже как-то с тобой какие-то такие проигрывать варианты общения, да, какие-то формат какой-то общения. Вот тут опять-таки по карте царевна вскроется, может, в очередной раз. Знаете тоже, как может быть. Эта царевна, она, сейчас скажу, эта карта, она в прямом смысле трактуется как человек, который где-то настолько себя балует, холит, лелеет, позволяет себе тут и косметологические процедурки, спа-салончики, какие-то, может быть, вещи себе покупает, балует себя. Ну, в прямом смысле, даже какой-то уровень жизни может вести тот, который, ну, не совсем он себе может позволить. Это о том, что там какое-то платьюшко вам захотелось, вы его купили. Где-то там порадовали себя какой-то обновочкой. Где-то, может быть, с подругами. Вместо того, чтобы 3-й раз там за день уборку проводить, плюнули на все и поехали в лес за грибами. И словили кайф, и провели время так, как вам нравится, хочется, а не так, как типа должны. Вот вы запланировали эту уборку. Ну вот, допустим, ну пример какой-то, может, не совсем я привела. Тут женщина, которая вот в прямом смысле тут по мелочам любит себя. И тут мне такого как будто бы вскроется для вас. Может быть, даже у вас было такое ощущение, ну а как же, если я так буду себя любить, вот тут какие-то страхи, что, ну как я буду вот себя на первое место ставить, тут страсть какая-то, я же могу потерять этого мужчину, я же могу, если там я слишком планочку подниму, корону себе ту нацеплю, как я вот буду, вот, ну, мужчина все-таки, ну, как будто бы мужчине эту любовь нужно тоже давать, отдавать. Вот где-то как будто бы тут такое что-то, вот где-то вы боялись до конца даже вот настолько себя любить, залюбить, давать себе эту любовь, заботу, какой-то даже не пойму, страх. Может, не позволяли опять-таки себе каких-то вещей, которые для другой женщины это считается норма, да, с каким-то точно таким же бюджетом, как у вас, да. Ну, в разной семье же разные, ну и понятно, что понятия там, что женщина может себе типа позволить из бюджета какого-то взять определенную сумму, да, вы можете позволить, допустим, вернее, вы себе привыкли из какого-то там определенного бюджета кусочек там выделять, может быть, на, не знаю, косметолога, там еще на что-нибудь. И вы можете очень удивиться, насколько по-другому женщины живут. Тут опять такое. Тут смысл, что вам откроется, что в очередной раз, тут как будто ничего нового я вам сейчас не расскажу, но где-то вы посмотрите, может, аналогию, что вы посмотрите, что женщины, которые вот так вот себя балуют, даже тут слишком, ну, эта карта так читается, я не осуждаю никого, где-то какой-то вот настолько даже наплевательски они могут относиться к потребностям, я это осуждаю, да, потребностям своего партнера. Но почему-то вы вот увидите, что вот мужчин такие женщины привлекают. И это вы как расцените как своего рода, может быть, ключик к изменению какой-то ситуации, которая у вас сложилась. Может быть, будет у вас ситуация, где опять-таки у вас будет как развилка, вы не будете до конца уверены, как мне поступить, там, может быть, действительно какую-то трату сделать, и она принесет вам радость, и вы себе это позволите. Но мне так идет, ладно.
Тут как лишний раз идет подтверждение того, что вот если вы себя побалуете где-то, я не говорю постоянно, ну, может быть, разово в моменте, то у вас придет подтверждение тому, что так я же наполненная, счастливая, так я же смотри, как привлекаю мужчин, когда у меня глаза блестят, там еще что-нибудь. Какой-то ключик к пониманию какой-то ситуации. Ой, тут вплоть до того, что не нужно растворяться, как обычно, вот в этих страстях мужчине, не нужно всю эту энергию отдавать, лучшая часть этой энергии, большую часть направить где-то на то, чтобы эту энергию, на ситуацию, на себя, на то, чтобы эту энергию где-то восполнить, наполниться этими всеми классными эмоциями. А тоже это можно наполниться через внимание, любовь к себе, опять-таки. Так. Дружба, тупик, князь, очищение. Ну, вплоть до того, что, у кого-то тут опять такая странная ситуация какая-то, опять мне этот друг, тоже как будто бы учат отчасти. Но если тут касается дружбы между мужчиной и женщиной, то тут мне показано, что вскроется, что особо дружить, как бы, не знаю, может быть, для многих это нормально, дружить, мужчина и женщина. Но почему-то говорят, что тут вскроется какая-то информация о том, что, не можешь ты в полной мере рассчитывать на этого мужчину. Или со стороны этого мужчины это не дружба, это уже, может быть, там, ты для него являешься каким-то объектом желания, вожделения, или какие-то планы он на тебя строит. Тут что-то такое как будто вскроется, что вы не совсем вы являетесь тем самым другом для этого человека, какого-то мужчины. То есть он на вас смотрит не как на друга. Вот мне такое. Он на вас смотрит как не на друга. Вы на него смотрите. Он для вас ценен, какой-то мужчина. То есть отношения могут идти дальше. Скажем так, если какого-то мужчину вы смотрите и понимаете, и для себя считали, что он просто друг, то я вам скажу, и с вашей стороны придет понимание, что не совсем он просто друг. И вы осознаете, что вы для него тоже ценность. И вполне возможно, отношения могут развиваться дальше и уже в другой плоскости. У кого-то так. Но при этом тут какой-то нюанс, ограничения. Аккуратно, потому что опять может быть человек не свободен или вы не свободны. Вот эта роза, которая под хрустальным колпаком, это же ограничение. Все было бы хорошо, если бы не эти ограничения. Тоже подтверждение такое. Поэтому смотрите какие-то там, уж не знаю, как это, когда идет облава на волков, да, то вот эти вот красные флажочки. Аккуратненько, не переходите за эти красные флажочки. Ограничения какие-то, может быть, чревато. Вскроются старейшины. О чем это? Ой, опять тут прямо говорят вам, откроется ситуация какая-то, которая будет требовать от вас не просто, знаете, теоретического какого-то знания, а может быть психологии, может быть даже как мудрости. Тут старейшины. И карта воительница, все вместе, и воздержание, это говорит о том, что вы должны, может быть, в моменте, если опять как искушение может быть с каким-то мужчиной перейти грань, да, где-то отношения типа дружеские выстроены, но может быть какой-то флирт далеко зайдет, может быть, где-то вы считаете, что мужчина как-то странно на вас посмотрел, и потом как-то можно дать продолжение, если нужно. Но вам, наоборот, предлагают и говорят, что ты должна эту ситуацию наперед как-то, то ли уметь прогнозировать, да, риски те же самые просчитать. И говорят, что не нужно, воздерживайся. Тут карта воительница, все эмоции под контролем должна держать, должна рамочки, границы вот так уже выдерживать. Тебе это не нужно, как будто бы. Тут по старейшинам мудрость свою включи. Тут как бы, житейскую мудрость, вот, как будто бы сопоставляй. Ты можешь потерять друга, но вряд ли ты там приобретешь на долгое время какого-то уж настолько классного, там, уже не знаю, или любовника, или уж тем более там вторую свою половинку. А друга потерять ты можешь. Вот что-то с этой серии, девочки. Сегодня такой расклад. Все, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч.